Всем привет, ребята! Я вам тут обещал показать, как сделать желейных медведей своими руками. Вот таких вот. Эти медведи очень классные, хорошо тянутся и приятные на вкус. Короче, для того, чтобы сделать таких медведей в домашних условиях, вам понадобится силиконовая форма для изготовления медведей. Ее можно купить на сайте aliexpress.com, и ссылочку я оставлю в описании под этим видео. На AliExpress их огромное множество. У меня будет вот такая вот, она силиконовая, и в ней, надеюсь, будет детально отображаться вся текстура медведя. Ну что же, давайте начнем. Для изготовления медведей нужна будет емкость. Я возьму две, потому что я буду делать два цвета. И желе, клубничное и со вкусом киви. Теперь это желе нужно будет пересыпать в емкость. Есть. И еще нужно будет добавить в каждую емкость по одной 25-граммовой пачке желатина. Готово. Теперь все это дело нужно помешать и залить 300 граммами воды. И такое количество воды нужно для того, чтобы медведи получились. Конечно же, нужно еще помешать перед этим. И после этого нужно дать желатину набухнуть. Ребята, пока желатин набухает, давайте я сделаю шоколадных медведей. У меня еще после Майнкрафт конфет осталось немножко шоколада, и я думаю, на пару медведей точно хватит. Сначала я сделаю зеленого медведя. Блин, получилось с горкой. Ну ладно, теперь розовый. Ребята, для тех, кто не знает, как сделать цветной шоколад, я ссылочку на видео про Майнкрафт конфеты оставлю в описании под видео. Там я подробненько все это дело рассказываю. Хотя я думаю, что большинство из вас это видео уже давным-давно видело. Правда ведь? Давайте теперь я сделаю красный. Прикольно смотрится, так необычно. Ну и последнего давайте сделаю из черного классического шоколада. Готово! Мне кажется, что вот лишний шоколад вот тут нужно слегка убрать. Вот так вот ножичком. Ну, вроде нормально. А сейчас я этих шоколадных медведей помещу в морозилку на часик, чтобы они быстрее там застыли. Давайте посмотрим, чего там с нашим желатином. Он уже набух. О, похож на какую-то цветную кашу. И вот теперь этот желатин нужно растворить на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. Ребята, вы часто в комментариях спрашиваете меня, когда будет видео про Майнкрафт и AliExpress. Ребята, я не забыл, это видео на очереди, и скоро оно выйдет. Так что потерпите немножко. Ну вот, все готово, желатин растворился, и теперь можно это все дело перелить обратно в тарелочку. Ну что, пришло время освободить форму от шоколадных медведей для того, чтобы залить туда желейных. Достаются эти медведи очень легко. Это не может не радовать. Ребята, посмотрите, эти медведи получились просто обалденные. Блин, просто класс. Ребята, если у вас не будет под рукой цветного шоколада, можно делать таких медведей из обычного. Ничего в этом страшного такого нет. Кстати, ребята, а вы уже дома пробовали какие-нибудь формы заливать шоколадом? Ну, не знаю, может быть не медведи, а какие-нибудь другие. Если да, то напишите об этом в комментариях. Чего у вас получилось? Ну что, давайте заливать желе. О, тут уже образовалась пенка. И ее нужно обязательно снять. Вот так вот ложечкой. И теперь можно заливать в форму. Блин, что-то у меня сегодня все неаккуратно выходит. Ну да ладно. В общем, их нужно теперь в холодильник положить до полного застывания. Ну вот, прошел примерно 1 час, и теперь их можно доставать. Ух ты, достаются, ребята, они вообще легко. Блин, они такие классные. Посмотрите, приятный такой, упругий и совсем не липнет к рукам. И самое прикольное то, что рисунок такой детализированный. Мне этот медведь очень нравится, а вам? Давайте-ка я достану их всех. Очень круто то, что эти медведи достаются легко и не разваливаются и не разламываются. А если бы я не ложил желатин, то они бы были мягкие и развалились бы нафиг. О, вон их сколько получилось. Ребят, блин, ну они реально классные. Давайте-ка я пока залью красных медведей и тоже засуну их в холодильник. А сейчас я сделаю себе медвежью армию. Да, по размеру эти медведи, конечно, больше, чем магазинные. Но они, блин, гораздо лучше, чем покупные. Ребята, а какие вам больше нравятся? Самодельные или те, которые продаются в магазине?
Да, вот эти вот маленькие мишки, они более такие жесткие. Да я бы сказал, резиновые. А этот нет. Давайте я попробую его растянуть, и порвется он или не порвется, посмотрим. Да, у этого медведя оторвалась голова. Ну ничего. А вот этот не хочет рваться. Ну что, давайте я попробую его на вкус. Ребята, он такой со вкусом желе. Но по консистенции он напоминает мне конфету. Ну что, мне нравится. Ну вот, давайте я достану красненьких медведей. Да, красный медведь, конечно, получился менее прозрачный, чем зеленый, но он точно такой же крутой. Очень приятно то, что эти медведи не липнут к рукам и не тают. А еще этими медведями можно хорошенечко поиграться. А вот магазинные, они на медведей как-то не совсем похожи. Мне они больше напоминают каких-то ящериц. А кого они вам напоминают? Ну что, ребята, если вам понравилось это видео и вы хотите еще, тогда нажмите лайк, и как только мы наберем 20 тысяч лайков, я сниму видео про гигантского желейного медведя. У меня уже и форма под него есть. А еще, ребята, подпишитесь на канал и обязательно нажмите колокольчик для того, чтобы знать, когда выйдет новое видео. На этом сегодня все. Желаю всем хорошего дня и до завтра.